Можно ли считать, что миграционный кризис, созданный Лукашенко, завершился? Мы знаем, что количество ежедневных попыток прорыва границы Беларуси с Польшей в последнее время составляет 30-50 случаев, а в лагере беженцев на территории Беларуси находится, по различным оценкам, около 700 человек. Сократилось и количество провокаций, совершаемых на границе. Кому-то может показаться, что кризис на границе Беларуси со странами Европейского Союза завершился. Но ситуация намного сложнее. Благодаря нашим источникам нам известно, что план гибридной войны утвержден режимом до весны включительно. Согласно плану, утвержденному диктатором, на весну 2022 года запланирована новая, более изощренная форма гибридной войны, создающая серьезную угрозу переправки с участием мигрантов наркотических средств в страны Европейского Союза. Миграционный удар планируется осуществить на границе Беларуси с Польшей и в зависимости от ситуации на участках границы с Украиной. В этот раз речь идет не об организации переправки десятков тысяч нелегальных мигрантов, а о небольших группах беженцев, имеющих опыт боевых действий и контрабанды из Афганистана. Группы будут смешаны с обычными мигрантами. Их целью будет являться следующее: попасть в страны Европейского Союза и перенести с собой наркотические вещества, которые станут для них универсальной валютой, решающей в том числе задачи существования в первые месяцы нахождения в Европейском Союзе. Еще 26 мая прошлого года диктатор заявил о том, что режим больше не будет останавливать нелегальных мигрантов и трафик наркотиков. Во второй половине 2021 года его угроза была реализована за счет организации нелегальной миграции. Теперь режимом ведется работа над организацией наркотрафика в Европу руками беженцев. Над планом работает Главное управление внешней разведки КГБ с планируемым привлечением в качестве групп прикрытия ОСАМ Государственного пограничного комитета и ГРУ Министерства обороны. Наши источники сообщают, в переброске мигрантов в границе рассматривается возможность задействования транспортной авиации, уже попавшей под санкции. Основными участниками следующего этапа кризиса на границе Беларуси со странами ЕС станут граждане стран Средней Азии, в первую очередь беженцы из Афганистана. Начало операции запланировано на весну 2022. По причине того, что зимой переправка беженцев из Афганистана, а также их пребывание около границы осложнено по причине погодных условий. Сейчас режим осуществляет плановую подготовку для следующего этапа гибридной войны. Афганский наркотрафик может стать для Европейского Союза серьезной проблемой, которая по плану режима позволит усадить представителей стран Европейского Союза за стол переговоров с Лукашенко. Ну, что значит усадить? Скорее заставить. А также отложить введение 6-го пакета санкций. Европейским партнерам необходимо понять, что без решения проблемы, которая имеет название «режим Лукашенко», невозможно снять угрозу для безопасности Европы. А для нас, белорусов, будет продолжаться это мракобесие, которое существует в нашей родной стране. Только решительные внутренние и внешние действия в отношении диктатуры позволят завершить это.